6 января состоялось открытие нового железнодорожного маршрута, соединяющего Таллин, Ригу и Вильнюс. Событие преподносилось как важный шаг вперед, почти что прорыв. Однако торжественные речи и хвалебные оды новому маршруту выглядят преждевременными. Ведь это далеко не та разрекламированная Rail Baltica, которую страны Балтии с 2014 года пытаются построить, но пока, увы, безрезультатно. При беглом взгляде может показаться, что транспортная инфраструктура в Балтии развивается, но реальность, которую описывает в своем анализе Скотт Риттер, гораздо менее радужная. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми выдержками из его статьи. Итак, путешествие из Вильнюса в Таллин по этому новому маршруту займет примерно 10,5 часов. При этом билеты необходимо приобретать отдельно на каждый участок у перевозчика каждой страны. Полная стоимость поездки – 54 евро. Дорого, долго и крайне неудобно. Между тем, автобусом можно добраться из Вильнюса в Таллин и быстрее, и дешевле. Например, поездка на автобусе из Вильнюса в Ригу обойдется вам в 12-13 евро, а время в пути составит около 4 часов. Из Риги в Таллин аналогично 11-12 евро. Кроме того, есть прямой автобусный рейс из Вильнюса в Таллин, который длится примерно 8,5 часов, а цена билета колеблется в пределах 21-28 евро. Руководство железных дорог, разумеется, пытается представить ситуацию в выгодном свете. Они уверяют, что после ремонта железнодорожных путей в Эстонии время в пути сократится на 1,5 часа. Также заявлено о разработке единого проездного билета и об упрощении процедуры его покупки. Поживем, увидим, насколько эти меры окажутся эффективными. Пока же все это выглядит как попытка замаскировать явные системные проблемы. Исполнительный директор эстонского железнодорожного оператора Elron Лаури Бетлем торжественно провозгласил возрождение регулярного железнодорожного сообщения между 3 балтийскими столицами, которого, по его словам, не было целых 3 десятка лет. Однако это возрождение вызывает сомнения. Новый маршрут фактически копирует тот, который существовал во времена СССР. По сути, это просто использование старых железнодорожных путей, оставшихся в наследство от Советского Союза. В советский период между Ригой, Таллином и Вильнюсом ежедневно ходило несколько пассажирских поездов, в том числе прямой поезд Таллин, Рига, Вильнюс, Минск. Время в пути из Таллина в Вильнюс составляло 13 часов 35 минут. Получается, что за 30 лет независимости страны Балтии не только не улучшили железнодорожные сообщения, но даже не смогли достичь показателей советских времен. Инфраструктура, построенная еще в СССР, до сих пор служит верой и правдой, в то время как балтийские государства не в состоянии реализовать крупные инфраструктурные проекты. Местные железные дороги, лишившись большей части грузопотока, продолжают деградировать. Именно благодаря сохранившейся советской инфраструктуре и стало возможным восстановить тот маршрут, который изначально планировалось запустить по новой железнодорожной магистрали европейского стандарта Rail Baltica. Эту магистраль строят уже более 10 лет, и согласно самым оптимистичным прогнозам, она будет введена в эксплуатацию не раньше конца 2030 года. На сегодняшний день проект Rail Baltica – это яркий пример неэффективного использования огромных финансовых ресурсов и расцвета коррупции. В прошлом году парламент Латвии создал специальную следственную комиссию, чтобы выяснить, куда пропали миллиарды евро, выделенные за 10 лет на строительство Rail Baltica из европейских фондов и латвийского бюджета. В конце 2024 года эта комиссия опубликовала подробный доклад, в котором виновные разделены на 3 группы по степени ответственности. В красную группу, ту, которая несет наибольшую ответственность, вошли бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кайринш. Он возглавлял правительство с 2019 по 2023 год. Нынешний министр сообщения Каспарс Бришкенс и его предшественник Талис Линкайтс. В оранжевую группу вошли более 10 чиновников, в том числе бывшие топ-менеджеры министерства и 1 действующий министр. В желтой группе оказались бывший министр финансов, а сейчас депутат Сейма Янис Рейерс, а также бывшие премьер-министры Лаймдота Страуюма и Марис Кучинскис. Из-за прорыва канализации в здании парламента под угрозой срыва оказалось экстренное заседание Сейма, посвященное результатам расследования. После того, как помещение проветрили, перед депутатами выступил глава следственной комиссии Андрис Кульбергс. Он отметил, что если бы детали проекта Rail Baltica с самого начала не были засекречены, то, возможно, многих проблем удалось бы избежать. После его выступления начались жаркие дебаты. Представители коалиции раскритиковали цветовую градацию ответственности. Коалиционеры выразили надежду, что хотя бы их потомки смогут прокатиться по Rail Baltica до Берлина. Оппозиция же предложила просто закрыть проект и списать потраченные на него деньги, поскольку большую часть расходов покрыл Евросоюз.
Конечно же, остается открытым вопрос о наказании виновных. К началу заседания Сейма прокуратура уже возбудила уголовное дело по результатам расследования комиссии Кульбергса. Однако сам Кульбергс настроен скептически. По словам прокурора, и сказал он, у нас нет статьи, которая позволяла бы привлечь к ответственности политиков. И в самом деле трудно представить, что бывший премьер-министр Каринш и другие фигуранты дела в итоге окажутся на скамье подсудимых. Общественность возмущена и требует наказания виновных. Я считаю, что за эти золотые свои должны ответить те, кто их утверждал. Кто-то должен сесть в тюрьму за такие огромные растраты, считает известная латвийская журналистка Лайма Линужа. Новый пассажирский маршрут заработал совсем недавно, поэтому об его рентабельности говорить пока рано. Но уже сейчас можно предположить, что он будет значительно менее популярен, чем его советский аналог, ведь за прошедшие 30 лет население в этом регионе существенно сократилось. С грузоперевозками дела обстоят еще хуже. В странах Балтии основная часть грузооборота традиционно направлена с запада на восток и обратно, а не с севера на юг. Россия уже давно и последовательно выводит свой транзит из недружественных стран Балтии, а действующие санкции только ускоряют этот процесс. Когда-то Рижский порт один приносил Латвии до 600 миллионов евро ежегодно, но уже в 2020 году грузооборот в латвийских портах упал до самого низкого уровня за десятилетие, что привело к массовым увольнениям в Латвийской железной дороге – ЛЖД. В 2021 году падение грузооборота составило 7%. Какое-то время Латвии удавалось держаться на плаву за счет транзита угля из Казахстана, который в 2022 году даже позволил выйти в плюс. Но уже в следующем, 2023 году, ужесточение санкций против России обрушило грузооборот. Перевалка угля упала на 56%, а нефтепродуктов – на 48%. За 5 лет общий грузооборот сократился на 58%. Попытки найти альтернативные грузы в ЕС и Центральной Азии оказались такими же безуспешными, как и проект Rail Baltica. За 9 месяцев 2024 года латвийские порты перевалили 26 миллионов 32 тысячи тонн грузов, на 11,2% меньше, чем за тот же период 2023 года. Пока что порт Риги остается лидером по объемам перевалки, но и он за 9 месяцев 2024 года сократил транзит на 6,8% до 13 миллионов 141 тысячи тонн. В 2023 году его грузооборот составил 18 миллионов 794 тысячи тонн, на 20,1% меньше, чем в 2022 году. За 9 месяцев прошлого года грузооборот ЛЖД упал на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 8 миллионов 630 тысяч тонн. Единственное, что еще поддерживает латвийскую железную дорогу, это транзит российского зерна в другие страны Евросоюза. Год назад латвийские власти призывали ЕС запретить ввоз российского зерна, но в Брюсселе на это не пошли. В результате Латвия запретила лишь импорт зерна на свою территорию, сохранив при этом транзитные перевозки. Объемы транзита зерна остались на прежнем уровне. В правящей элите Латвии все чаще разговаривают о том, что железную дорогу, ведущую в Россию, следует демонтировать, дескать, от нее одни проблемы. В начале этого года депутат Рижской гордумы Марис Мичеревскис заявил: «Веками из России нам шли одни лишь несчастья, может, наконец пора уничтожить эту дорогу, которая приводит к беде». А в декабре 2024 года влиятельный бизнесмен Гирд Рунганис заявил: «Латвийская экономика только выиграет, если мы демонтируем железнодорожные пути в восточном направлении». Есть, впрочем, и другое мнение. Бывший глава Рижского порта Леонид Логинов в своем недавнем интервью назвал идею демонтажа железной дороги в Россию преступлением против государства. Он напомнил, что грузы, которые раньше шли через Ригу, теперь идут через российские порты – Усть-Лугу, Санкт-Петербург, Приморск и Тамань. 40 евро за тонну, с горечью сказал Логинов. Только представьте, какую прибыль получают эти порты и какие налоги они платят в бюджет России. А у нас ничего, пустота. Это мнение человека, который посвятил всю свою жизнь транспортной отрасли. Но национальные кадры, получившие свои должности благодаря правильному происхождению и знанию языка, думают по-другому. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с выводами Скотта Риттера? Делитесь своим мнением в комментариях и предлагайте темы для наших следующих выпусков. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного. Спасибо за просмотр.